Так, я всех вас приветствую. У нас утро уже началось продуктивное, хорошее, рабочее. И это же здорово и хорошо. Мы разогрелись и готовы к основной работе. В общем, по мелочи кое-что сделали. Погнали. Так, а с чего все началось? Да просто ничего. Здесь, как говорится, ходил я, спотыкался. Можно было чуток и убиться. И руки лежали с гвоздями открытыми. Это не дело. В общем, я решил это все сразу убрать, чтобы оно глаза не мозолило. В общем, нормально. Все, уже свободненько ходим. Сейчас будем приступать, начинать зачищать стены. Здесь все убрато, все более-менее культурно. Бимка опять все поразрыла. Ну ничего, все подобрали. Все нормально, да? Привет, привет. Что, как дела? Как дела? Кайфуша. Жара стоит вообще. Сумасшедшая. Второй день вообще нереальная жара. Чего ты? Все? Теперь ты главный, шеф? Баряна все понизили, а? Как дела, как дела? Бимка. Давай, на разведку. Так, пойдет, все спалил я в своем контейнере. Вот. Потихоньку все прогорает, догорает. Это хорошо. Все отлично, лишние избавились. Там кое-какие ДВП были. Листы, что я спаливал, кое-какие более-менее я оставил. Так что посмотрим, может куда-нибудь их и применю. Что ты там? Что? Работать хочешь? О, это отлично. Погнали работать. Фу. Вечерком, наверное, будет надо на огород выйти, там огурцы, молодняк, что сажал, надо будет рассадить. Ну, посмотрим. Да? Погнали. Так, что, стены нужно начинать. Конечно, они конкретно, они вообще просто это... Думал, может вообще штукатурку снять, но тут слой, ребят, вообще, нереальный, как бы смысла нету мне столько снимать. Да и опять сейчас я намучаюсь. Надо будет что-то делать, потому что здесь покраска, здесь шпаклевка, и под шпаклевкой здесь краска. Краска это... половая, вот обычная, кантик делали, я не знаю, где-то в саду. Для чего здесь? Вот по эту вот здесь краска. Будем сейчас, наверное, как и в прошлый раз, топориком и потом шпательком все счищать. Но вот это я не знаю. Будем, наверное, вот смотрите. Вон оно. Это краска, слой, да, какой. И под ней уже там пошла побелка. Посмотрим, как будет под насадку счищаться. В общем, пыли будет дофига будет пыли. Ну а что делать? Это уже концовка у нас. И уже ближется к завершению. Да, Бимка? Вот больше, в принципе, мы ломать, наверное, ничего не будем. Ну, посмотрим. Вот, все зачистим уже. И все, отштукатурим. Полы зальем. И будет нам счастье, да? Счастье завтрашнего дня прилетело крыльями звеня. Да? А? Собака, барабака. Тика-тика. Работать будем? Красавеллы. Будем. Так что такие дела. Начнем потихонечку. В общем, будет жарко. Погнали.
что, мы здесь немного поработали. Конечно, мусора уже собралось очень много и затрудняет дальнейшую нашу работу. Нужно будет от него как-то избавиться. Но как? Нужно будет все убрать, все почистить. В общем, что делали? Я убирал старую штукатурку, хотя я бы этого не делал бы, если бы не вот эта покраска на стенах. На стенах я уже объяснял, это вот эта покраска, помимо краски 2-3 слоя, потом там еще шла шпаклевка, и потом за шпаклевкой шла вот такая половая краска, ее где-то слоя 2-3. Здесь цементно-песчаная штукатурка очень хорошая, там прям очень хорошая, и она прям прилипла к ней конкретно. Просто так она не счищается. Если в других комнатах у меня там была глина с песком, и я эту краску топориком вот так раз-раз порубил, и спокойно потом шпателем она счищалась, то здесь не вариант. Не вариант, очень долго по времени это будет занимать. Если я начну вот так потихонечку делать, я даже не знаю, там у меня 2 дня улетит, если не больше, только на этот кантик. Поэтому мне проще было взять штукатурку полностью, все это содрать вместе с этой краской. Вот. Единственное, вот там, возможно, сверху я лишнее убрал, потому что перепад у меня в основном идет снизу. Пока я вот эту оставлю, здесь просто я сделаю насадкой, но здесь уже краски нету. Здесь идет только, ну, краска здесь обычная, вот, уже не такая, не половая, да. Вот здесь я насадкой почищу и посмотрим по уровню, как выйдет. Если что, подточу и плавненько выйду, потому что стена еще будет играться, мы посмотрим. Вот. И эту стену также нужно будет зачистить, все убрать, проводку и в коридоре соответственно. Вот. Ну и вот здесь эти шкафы тоже по мелочи все убрать. Подготавливаем и приступаем к штукатурным работам. Ну а сейчас нужно будет этот весь мусор вынести. Мы уберем. Здесь тоже краска, ну соответственно была плесень, и мне не хочется эту штукатурку старую оставлять. Заодно я хочу посмотреть, откуда плесень, что за дела. Может, какие-то за штукатуркой трещины будут. Возможно, откуда-то сырость это поступала, но здесь все равно будут теплые полы, и я думаю, здесь этой плесени уже не будет. Начнем убирать, наводить чистоту. А чистота — это, как говорится, залог здоровья и залог, как говорится, правильной работы головы. Тогда и работается, и думается легче, когда нету всего этого бардака. В общем, мы погнали. Как всегда, будет интересно и жарко.
чуток убрались уже. Стало намного чище, уже проще ходить, не спотыкаться. В общем, сейчас посмотрим. Так, ну все, чуток убрались. В принципе, тут рассказывать много не надо. Вы уже тут все видели, что было, чем занимался, что выносил. Вынес, конечно, все на свою кучу. Она уже громадная, да. Сейчас посмотрим. На самом деле, это хороший отход строительный. И я думаю, я его куда-нибудь обязательно применю. Так что ничего страшного. По-любому куда-нибудь он пойдет. Главное, что он не по всему двору разбросан. Это самое главное. Он лежит культурно в своем месте. Вот, кушать пока не просит. Вот. Так что куда-нибудь, да, применю. Мы продолжим с нашей гардеробной комнаты. В принципе, что у нас? У нас все стандартно. Будем продолжать зачищать стены. Вот. Вопросы уже возникали по прошлому видео. Были вообще мне странные, непонятные вопросы. А зачем вообще окно в гардеробной? Вот, это тоже как-то странно, ребята. Гардеробная, это тоже комната. И она должна вообще хорошо проветриваться. Вот, на самом деле, чтобы не было сырости, прелости, тем более здесь, понимаете, здесь воздух тяжело проникает, потому что шкафы, когда все заставлено, плохая идет циркуляция воздуха. И вообще я даже дополнительно, кстати, я увидел одни фишки. Кто у кого есть, обязательно напишите. На окна устанавливается вот такая плашка, она где-то сантиметров 30 в ширину, и где-то вот так, да, получается. И получается как приток свежего воздуха, да, как вот, знаете, в стену устанавливается клапан. Не знаю, как правильно его назвать, потому что как бы я в этом сильно, так сказать, не понимаю, да, но смысл какой, что окна у вас закрыты, но свежий воздух вам постоянно поступает, и окна вообще не запотевают, и оттуда, кстати, не дует. Эта фишка есть в интернете. Я обязательно посмотрю и прям как точно название вам скину. Вот посмотрите, классная вещь. Я вообще хочу поставить себе на окна везде. Их это же, допустим, очень удобно. Люди даже пишут, когда зимой окно не надо открывать, чтобы, не дай бог, не продуло. Вот эти клапана ставят на окна, и вообще классно, здорово, в общем. Ну, посмотрим, это, конечно, чуть попозже. А так, просто стандарт, окошко это останется. Единственное, я же говорю, и вот здесь тоже откосы я утеплю пеноплексом. Кстати, кто спрашивал, как я утеплял, здесь я могу наглядно это все показать, как я буду это делать. Вот. Остается, что эту стену, скорее всего, штукатурку я не буду трогать. Вот, постараюсь краску как-нибудь убрать, потому что, очень много ее уходит. Большой слой здесь, толщина, посмотрите, какая. Здесь толщина, не знаю, постараюсь как-нибудь кантик этой краски снять. Не знаю, что получится. Как-нибудь, я думаю, справлюсь, потому что не хочется это все снимать. На самом деле, просто эта стена более-менее она ровная. Вот, я ее трогать прям не хочу, потому что будет потом сильный перепад. А если перепад будет сильный, придется и вверх весь счищать. Это еще какая большая куча отхода добавится. Ну да ладно. Что-нибудь, как говорится, придумаю. Трубы я пока убрал туда я их в коридор, вот, чтобы они мне здесь не мешали спокойно. Эти трубы я не могу убрать, потому что пока они здесь, ничего, они так сильно не мешают. Спокойно будем штукатурить. Просто по этим, чтобы не топталось, я их туда убрал. Вот, поэтому сейчас не знаю, с почты звонили, у меня там посылок собралось немало. Сейчас я их поеду заберу, я не знаю, туда-сюда уже, и уже все. И день, как говорится, закончился. Буду потихоньку продолжать зачищать. Вот. Но это уже, наверное, увидите в следующем видео. Ладно, я погнал на почту, а там продолжим. Брал очередную посылочку. Она будет нереально крутая и интересная. И вы давно просили показать же наш знаменитый показ моды. В общем, будет интересно. Смотрим. Это полотенца, халатики и много будет одежды. Посмотрите, что за милота, какая подушечка. Здесь просто нереальные вещи. Собралась самая изумительная коллекция. Это Франция, Италия и многое другое. В общем, будет интересно, просто нереально. Надо же всю эту красоту вам обязательно показать. Даже перчаток, смотрите, сколько заказали. Это вообще тоже круто. Начнем наш показ. Я его объявляем открыт, так что погнали. Будет интересно. Оставайтесь. Начинаем наш шикарный показ моды. Сегодня будет в основном детский, потому что вот эту принцессу мы оденем с ног до головы. Да, моя маленькая? У нас первая позиция, такой классный костюм, розовая
Такая маечка и вот такие брючки черненькие. Да? Пойдем, топи, пойдем. Пошли. Пойдем, Марика. Ну все, вместе. Пойдем. Ой, красотка. А красотка, пойдем, будем. У нас позиция костюмчик, это вот такой красивый ананас, вот такие шортики. Вот, да, мамулюка. Ребят, мы все костюмы не будем на нее одевать, потому что очень жарко. И ребенок уже хочет спать, поэтому мы... Да, мы все погладим, разложим и покажем. Но я уверен, что на ней любой костюм будет очень красивый, да, маленькая? Показали эти все костюмчики в садик, потому что через неделю она идет у нас в садик, и ей сказали, ну, нужно много костюмчиков, они будут там сами им менять, в общем, я думаю, что они как раз хлопковые. Потому что сейчас очень жарко все равно. Тёмки мы, в принципе, вы уже видели, кто не видел, мы ездили по магазинам, в школе мы ему практически к старту все взяли. Единственное, нужно будет, ну, потом вторые брюки взять, там какую-то обувь, да. Ну, а так все, рубашка, жилетка, да, штаники, рюкзак, второй, там останется вот эти тетрадки там. Что такое? Ну, спать хочет, моя сладкая. Все, идем спать. Всем пока-пока говорим. Пока-пока, пойдем спать, доча. Да? Пойдем. А все. Потом в дальнейшем видео, которое она будет одевать, мы будем, кстати, показывать, будете смотреть, да, на костюмчики, да? Ну, пока. Пока. Следующая позиция, это вот такой костюмчик классический. У меня уже есть наподобие, но со штанами, я его даже назвал английский такой стиль. Взял чисто вот по фигуре, да, не больше, не меньше, но хорошо, свободненько, брючки, шортики свободные, главное это хэбэшечка, все дышит, все прекрасно, все хорошо, все свободно, ниточки не трещат. Да, жарко у нас, конечно. Да, жарко это жарко, но в ХБ прям хорошо, ладно, здорово. Ну и чуток, конечно же, женской моды, нашей красотки, модели, просто хорошему человеку. В общем, вот такая туничка, посмотрите, какой принт, смотрите, это просто золото, как и сам человек. Посмотрите, сзади все хорошо. Это у нас хэбэшечка стрейчевая, да? Все дышит, все прекрасно, все отлично. Прекрасно, вырез есть, практично, удобно, стильно. Что еще нравится? Тебе главное нравится? Да. Ну и хорошо, погнали дальше. Моделька это туника, посмотрите, она какая просто безупречная. Белый цвет, это мой любимый. Смотрите, какое интересное горло. Оно здесь высокое, да, вот его можно подвернуть, вот так все стильненько сделать, модно, прям как во Франции носят. Это просто здорово. Белая хэбэшечка, подожди, мы тебя должны хорошо рассмотреть. Здесь вот такой принтик, видите, хэбэшечка хорошая. Слышите, да, как хэбэшка? Сзади бирочку мы уберем, вот так все будет красиво. Все, поворачиваемся. Смотрите спереди, все классическое, стильно. Белый цвет всегда подходит, это супер здорово. Это просто сочный, восточный гранат. Смотрите, какой он, держите меня, или я ее сейчас съем, господи. Посмотрите на этот цвет, на принт, посмотрите на эту хэбэшечку. Она дышит в такте с этим летом жарким. Вот, сейчас это просто необходимо. Посмотрите, все прекрасно, хорошо. А? Какой фрукт. Какая осанка. В общем, тебе нравится? Очень. Ну и здорово, погнали дальше. Смотрите на эту сочную девчонку в желтой такой маечке, просто нереально крутых шортах. Вообще летний костюм, легкий, дышащий. Это хэбэшечка, посмотрите. Смотрите на этот яркий цвет, это цвет этого лета. Он, ох, какая приятная, хорошая. Ты у меня тоже хороший. Все классно, все здорово, все по фигуре, а шортики, посмотрите на эти шортики, ой, классные вообще, они тянутся немного, все хорошо, свободненько, ничего не жмет, просто классно. Так, друзья, но мы продолжим наш показ, к сожалению, у нас нету такого большого, ну, у нас есть стол, но он запечатанный стоит в коробках, чтобы продемонстрировать вам вот эту прекрасную, замечательную скатерть. Посмотрите, какая оборка, посмотрите, что за красота, смотрите. Фото обязательно ставим, вы увидите, смотри, какие одуванчики, какой цвет очень приятный, вообще классно. Потом далее, это тоже скатерть? Да. Белая, я вообще обожаю белую скатерть, это нечто. Посмотрите, какие кружева, красота. И у нас салфеточки, да, получается? Да. Салфетки вот такие, хорошо, смотрите, строчка какая ровная.
Прекрасно. И белая. Ой, белая вообще бомбическая. Вообще классная. Так, это они у нас в пакете. Когда все не будем доставать, просто покажем, что они есть. Потом стандартно это белые полотенца. Вот, белые салфеточки. Стандартно, ребята, все. Так, сейчас эту фишку в конце, подожди. Потом махровые полотенца, ребята. Их взяли раз, два, три, четыре. Не будем доставать, они одинаковые. Кстати, полотенца мне у них нравятся, все хорошо. Они их прекрасно впитывают в водичку, то бишь ими вытираться прям классно, знаете, не синтетика какая-то, а это все хлопок стопроцентный. Потом для работы, смотрите, сколько перчаток я взял. Раз, вот столько, два. Теперь у меня вообще работать не початый край, и днем, и ночью. Вот такие салфеточки, не, это полотенце, да? Вот такие салфетки, вот интересные, смотрите, коктейльные такие. Вот. У них очень много расцветок, поэтому аж глаза разбегаются. Это ладно, смотрите, что я нашел. Это салфетки, здесь их 8 штук. Соответственно, пятница, суббота, воскресенье. И пошла дальше понедельник. И смотрите здесь что. Здесь рецепт, ребята. Вот четверг. Красная рыба, запеченная в духовке. Ингредиенты, смотрите. Все, что нужно, приготовление, приготовить рыбу, смазываем, та-да-да-да. Рецепт, все идет на салфетке, классный. Смотрите, вот здесь такой рисунок. И расцветка вообще шикарная. Расцветка шикарная, вообще подобран цвет, вообще классно. Вот сама салфеточка вот такая, ну обычная хбшечка, да. Ну вот эта фишка прям классная. И даже на подарок это будет очень приятно, мне кажется. Посмотрите, да. Воскресенье. А, тут даже гороскоп есть, ё-моё. Уже 8 штук, 7 дней. Про меня, да, пишут. Овен, стремительный, уверенный и решительный. Да. Короче, вообще, говорят, золотой человек. В общем, классно, ребят. Вот этот зачет напишите, как вот вам вот этот набор. Но для меня он вообще классный. Макароны по-флотски. Я уже 100 лет по-флотски не ел. Надо обязательно приготовить. Борщ, ну борщ это мы вчера Наталья сделала. Пицца с грибами. Зачет, погнали дальше. Вот такой костюмчик серенький с такими киськами, вот с такими шортиками. Потом, смотрите, вот такой, это, по-моему, бирюзовый, да, цвет. С такой кошечкой, милой, и вот такие шортики. Потом идет вот такой зайка, правда, он что-то заплаканный, мне кажется. Вот, ну, тоже прикольный. Вот с такими шортами интересными. Потом вот такая идет зайка розовая, хбшечка, очень хорошая, вот с такими прекрасными шортами. Потом красная зайка идет, тоже вот с такими интересными шортиками. И вот такая пандочка у нас идет, смотрите, вот такая ряба и шортики вот такие прекрасные, замечательные. Вот такие у нас костюмчики, очень интересные, прям вот нам сильно понравились. Я думаю, нашей принцессе тоже. Ребят, но это еще не конец. Взяли вот такой костюм, такой салатовый цвет. С таким котенком, такие шортики, вот такой милота слоник, вот такие вот трусики, желтенький с такими шортиками, оранжевый, вот с такой машинкой интересной, такой розовый с котятами, это хбшечка, прям классная, и вот такая, или волчок это, или кошка будет, с такими тоже интересными шортиками. Вот смотрите, я думаю, ей это все понравится. Мы обязательно, когда будем одевать, обязательно еще раз для вас отснимем эту всю красоту, как будет это на ней. Мне кажется, на ней прям будет это все здорово. Так, но у нас еще есть для нее кое-что. Дополнительно взяли еще вот такие отдельно шортики, кое-какие, где на вырост. Вот здесь 4 штуки, это вот розовый хбшка, такая с котиком, божья коровка, ну конечно, куда же без зайки. И вот такие отдельно футболочки. Взяли желтенькое. Я люблю мол. Это мама или что? А что папы нету, я не понял. Такая с зайками крыльчатами. И вот такая очень интересная. В общем, я думаю, ей хватит. На самом деле, ну это не сказать, что много, потому что если так брать, в среднем, да, на день, наверное, комплекта 3-4 в саде каждая мама дает, правильно? Вот, тем более это вот стирать, допустим, она отдала, сегодня постирали, следующий, да, 3-4 комплекта взяли, постирали, следующий, вот так как бы, да, и есть что одеть, есть что будет. Еще раз объясняю, что
Сейчас, может, многие скажут, а зачем столько, скоро осень. Ребят, я еще раз объясняю, что у нас в доме очень тепло, и мы зимой вот так же ходим. Да. Ходим в шортиках, мы не одеваем там супер колготки, потому что, тем более, у нас сейчас теплые полы, и чувствует себя ребенок будет очень комфортно. Да не только ребенок, а все мы. Так, ребят, и в последнем забыл сказать, в прекрасном, мягком пледе мы купили вот такой плед. Ой, какой он хороший, мягенький, как Да, Барри. цветок там просто завались, прям очень много. Расцветок очень много и размеры разные, какие вам надо, выбирать и смотрите. Ой, ну прям, если у кого кошки нету, берете вот так гладите, представляете. Я вам говорю, это вообще кайф, кайф. Ну что, мои дорогие, показ нашей моды я объявляю закрыт. Надеюсь, он вам понравился, как и всегда. Вот, если вам что-то конкретно понравилось, то обязательно, пожалуйста, напишите в комментариях, что именно вам понравилось. Ну, конечно же, мне больше всего понравилась эта наша принцесса. Она была неотразима. Жалко, конечно, что мы вам не показали все модели на ней, но ничего, в дальнейшем вы увидите еще не раз. А так все хорошо, все прекрасно, все модельки нам, вся продукция нам понравилась. Вот. Как всегда, это был магазин мой любимый Василек. Ссылка на магазин, ребята, будет внизу в описании под видео. Так что смотрите, переходите, если вам что-то понравилось, приобретайте. Вот. На этом у нас все, и мы продолжаем. Я переоделся и продолжу работать, но это уже будет совсем другая история, другое видео. Да, это встретимся, как говорится, в следующем с вами ролике. А на этом ролике мы будем подводить итоги, будем заканчивать. Вот. В последнее время были повторяющиеся вопросы, ребята, это насчет то, что я смотрю не в камеру, куда-то отворачиваюсь. Вот, ребят, я чуток еще не привык, потому что до этого я снимал на камеру, как сказать, на камеру, сейчас я снимаю на телефон, да, вот, и там камера, как сказать, была по центру, и экран, я как бы прямо смотрел, никуда не сбиваясь, и сейчас на телефон, возможно, какой-то идет, ну, не то что дискомфорт, но как-то непривычно, но раз я забываю и смотрю на телефон на себя, вот, соответственно, камера у телефона влево, и получается, что я смотрю не туда, не на вас, не на зрителя, и вы меня не видите. Не, вы меня видите, но, как говорится, должно все чувствоваться. Я с вами, с каждым, с вами по отдельности разговариваю, и это здорово. Вот. Леруську мы к садику подготовили, врачей всех мы прошли, анализы сдали, сейчас результаты ждем, и результаты забираем, и идем к нашему терапевту, к врачу, да, он еще раз ее осматривает, смотрит, что по анализам, там, по врачам, и заключение пишет в карточке, которая карточка будет даваться в детский сад, и уже с ней пойдем, по-моему, если не ошибаюсь, 8 числа мы уже идем. Вот. По ремонту стройки, в принципе, всем вроде понятно, спасибо громадное, что вы нас поддерживаете, мотивируете, да. Не даете нам сдаваться, не-не-не, мы не собираемся, не-не, мы будем вас только мотивировать. Сегодня, к сожалению, конечно, много мы не поработали, ну, что успели, то успели. Вот, конечно, вот как я всегда и говорил, вот, неизвестно, да, как пойдет. На самом деле, я думал, сейчас этот краску быстро джук-джук-джук-джук отобью, раз, джук-джук-джук, и сразу все сделаю, всю комнату. Ага, тут не то тут было, краска это вообще не отходит, а штукатурка вообще это мощная, ее нужно было выбирать. И в общем, это опять же потраченное время, на которое, как говорится, мы не рассчитываем. Главное, результат есть, немного сделали, и это хорошо. Это хорошо. Главное, на месте не стоять. Так, маленький такой вопрос был по детям. Вот там Леруську вы там любите, там, а Тёма там это самое. Ребят, на самом деле у нас нет такого, там, больше любишь того или меньше любишь этого, да. Возможно, вам так через экраны кажется, но я вам так скажу, что Тёма уже, к сожалению, вырос с того возраста, когда с ним можно посисюкаться. Он уже нет, он уже парень, он уже, да, он будет для нас всегда ребенком нашим. Наши дети, они всегда остаются детьми. Я в том плане говорю, что он уже все, его там не сю-сю-сю, там не, он уже да, он уже все, он уже вырос вот с этого возраста, в плане того, что там как бы нет, он вообще ни капельки не ревнует.
что мы с Лерой там сюсюкаемся, он прекрасно об этом понимает, и мы ему объясняем, что это маленький ребенок, что вот так, вот так, вот так вот. Вот, и поэтому я вам даже скажу, он больше нашего за нее переживает, потому что такие моменты в кухне там или где-то она там стул качает, чего-то он там раз ее держит, чтобы, не дай бог, она не упала, а тем более где-то что-то, если она там заплачет, это все, он там аж первый бегит и узнает, что с Лерой случилось, да. Поэтому в этом плане вообще как бы, я знаю, что многие писали, что смотрите, уделяйте больше времени там старшему, чтобы он там не обижался. Не было такого, чтобы, знаете, он там психанул или что-то сказал, вот вы там любите больше ее там или а не меня, такого и близко, ничего не было, как бы он адекватно к этому нормально всему относился, и он был безумно рад, когда появилась сестренка, он от нее вообще, первое время просто он вообще не отходил от нее, он не знает, там, вот, как этот, и мы так долго возле нее, наверное, не находились, как он просто, я не знаю, там, то это принесет, то подай, то он за ней прям вообще, как говорится, за пушинкой. Вот сейчас она немного подрастает, начала уже активно ходить. Вот сейчас она еще начнет говорить, тогда они вообще прям конкретно подружатся, потому что мы учим его, потому что он старший, он уже осознанно все понимает, потому что мы объясняем, что это твой самый родной человек, что ты с ним по жизни должен идти, как говорится, вот вы должны друг друга поддерживать, любить, уважать, вот. Не должно быть такого, знаете, сразу там негативного какого-то, понимаете, общения, еще чего-то. Вот. Приучаем, чтобы он учил. Он учил, вот он говорит, а почему она не может? Я говорю, ну ты же взрослый, ты уже знаешь, ты вот можешь ее научить взять, там, как одевать вещи, там, как рисовать, читать. На самом деле это очень забавно, когда он садится и начинает ее учить, это вообще... На самом деле это облегчение нам, потому что, как помню, всему мы учили Тёмку сами, да, поэтому это, говорится, такой нелегкий процесс. Ну а Тёма молодец, он облегчает этим самым. Вообще он смотрит за ней, помогает, потому что Наташа с детьми, там все равно это как бы тоже за ними нужно смотреть, тем более за маленьким ребенком, а Тёмка он уже такой, так что вот такой мужичок, конечно, очень жаль, что он так быстро вырос, потому что я помню его маленьким, такой, да. Поэтому, как многие писали, да, сюсюкайтесь, пока они малюсенькие, пока они еще это позволяют себе делать, за щечки потрепать и многое другое покусать, вот, потому что это очень хорошие события, добрые. И пускай этих событий у вас будет намного больше. Дети, это, конечно, это классно, это супер, это здорово, это нечто, вот. Поэтому я вам всем желаю, чтобы у вас всех было это чудо. Вот. У кого-то сыночек, у кого-то дочка, у кого-то, возможно, внучку ждет, да, там бабушки, дедушки. Вот. Поэтому пусть этот кусочек счастья будет у вас, потому что это большое счастье. Говорили хорошо, конечно, можно было еще много-много разговаривать, но, говорится, немного я оставим на другой ролик, да, потому что душевные разговоры, они всегда будут. И, кстати, о этих разговорах я хотел бы услышать тоже вашу, пускай маленькую критику. Просто я знаю, что кому-то эти разговоры не нравятся, да, но их не так много. Сегодня хотел бы я вас попросить сделать совсем другое. Вот, кому, конечно, это не нравится, пускай, хочет он, пускай напишет, что не нравятся ему эти разговоры. И вступительные мои, как говорится, душевные, добрые речи. В общем, эти люди, наверное, и не нужно это доброе слово, как бы они пришли на канал, наверное, совсем за другим. Но я думаю, что очень многие ждут от меня этих слов, им приятно со мной общаться. Я хочу, чтобы вы, кому приятная речь, приятно мое общение с вами, чтобы вы написали, если вас, конечно же, не затруднит, в комментариях, нравится ли вам наши с вами разговоры. Я просто хочу, чтобы эти люди увидели, насколько много этих людей, насколько много и насколько многим это нужно. Многие ждут эти душевные разговоры по душам, многие видят в этом какую-то определенную поддержку. Вот. Многие до сих пор еще не понимают смысл канала, они видят какой-то
в канале не ту грань, да, но опять же, да, кто-то берет свое, кто-то берет третье, но мы с тобой, как говорится, всегда будем на этой волне. Вот, я не думаю, что мои разговоры учат чему-то плохому, чему-то нехорошему, я не думаю, что они не нужны. Вот, поэтому многие, даже если 100 человек один ждет этот разговор, ждет эту поддержку, для меня это будет очень многого стоить, потому что иной раз и тебе нужно с кем-то поговорить, выговориться, как говорится, чтобы душевно освободить эту нагрузку, возможно, какую-то боль, чтобы она ушла и, как говорится, легкие наполнили хорошими, добрыми словами, позитивчиком и пошли только вперед с улыбкой, с радостью, вот, чтобы все у нас было хорошо, чтобы ноги перестали болеть, руки начали выздоравливать, голова становилась светлее, душа становилось теплее, и, говорится, чтобы все у нас было хорошо, мои дорогие, и у вас, и даже вы просто, кто зашел на этот канал, пусть все у тебя будет хорошо. Ну что, друзья, как всегда, только на позитивчике. Поймите, что если не будет позитива, а он будет по-любому, а если мы даже не будем говорить, потому что здесь только на позитиве. Ну все, надолго, как всегда, не прощаюсь. Скоро мы обязательно с вами увидимся, а может даже и встретимся. В общем, всем счастливо, всем пока, берегите себя.